Интересно, а можно ли компьютер с только что установленной системой сделать производительнее только за счет правильных настроек? Вот ты купил новый компьютер или установил новую систему на старой, и хочется выжать из него весь потенциал до капельки. Однажды я заглянул в настройки и увидел огромный перечень опций, функций, служб, и заметил, что если удалить большую часть всего этого и выполнить правильные настройки, то компьютер начинает работать намного быстрее и производительнее. И сегодня я расскажу вам об этом. Я расскажу, как ускорить, оптимизировать компьютер, как на полумеру справа компьютера сделать так, чтобы система летала. Я постараюсь объяснить все максимально просто и на пальцах, так, чтобы всем все было понятно, даже если вы в жизни никогда не видели этих настроек. Еще кое-что. Всем привет, с вами Андрей Павлов-Маркиз. Как нам предлагают настроить новый компьютер? Ставим операционную систему. Следом автоматом устанавливаются все обновления. Также автоматически установятся все необходимые драйвера. И теперь все, что нужно сделать, это установить любимую игру и играть. 5 шагов. Все просто, на автомате, не нужны никакие знания. И поэтому компьютер не работает даже в половину своих возможностей. Давайте так, я вам покажу свою версию настроек, а вы для себя решите, что вам нужно, что вам понравилось, или ничего не нужно и ничего не понравилось. Но для начала нужно подготовить компьютер. Я пойду собираться. Я перепробовал кучу всяких вариантов. Обновление с Windows 10 на 11, различного рода сборки, якобы уже заточенные системы под игры, подрезанные, укороченные, обрезанные системы, ну и все в таком духе. И из всего этого великолепия меня привлекла установка чистой лицензионной Windows с официального сайта. План такой. Подготавливаю загрузочную флешку системы, скачиваю и подготавливаю необходимый для оптимизации софт, настраиваю BIOS, все это дело устанавливаю в правильной последовательности, оптимизирую под свои потребности и наслаждаюсь результатом. В первую очередь форматирую флешку и перехожу по ссылке в описании на официальный источник Microsoft. Выбираю второй пункт. Это создание установочного носителя Windows 11. Скачиваю официальную утилиту Media Creation Tool. Запускаю ее. Соглашаюсь с лицензионным соглашением. Жму «Далее». Выбираю наиболее подходящий язык. В моем случае это русский. Жму «Далее». Ставлю галочку напротив USB устройства. Жму «Далее» и выбираю свою флешку. Жму «Далее», дожидаясь подготовки загрузочной флешки. Вы замечали, что в Windows огромное количество настроек, которые большинству пользователей абсолютно непонятны? Почему бы не сделать что-то попроще? Систему для геймеров или не геймеров, например? Хорошо, хоть есть программы, которые значительно упрощают процесс настройки, и с их помощью мы можем поменьше работать и побольше отдыхать. Ну а если вы хотите получше их освоить или научиться программировать самому, вам поможет образовательная платформа Skillbox. Здесь каждый найдет для себя профессию по своим способностям и увлечениям. Разработчик на Python, веб-дизайнер, графический дизайнер, Java-разработчик. И еще сотни профессий на любой вкус и цвет, которые позволят тебе получить дистанционный доход прямо на отдыхе в любой точке мира. Главное, чтобы под рукой был компьютер и интернет. Обучение проходит на практике. После каждого выполненного блока вы получаете задание, которое проверяет эксперт и дает обратную связь. Таким образом, к концу любого курса вы сформируете портфолио, вам помогут трудоустроиться и порекомендуют компаниям-партнерам. Узнать подробнее о курсах и выбрать для себя подходящую профессию вы можете по ссылке в описании.
Там же вы получите дополнительную скидку 5% и дополнительный курс меньшей стоимости в подарок. И целый год английского языка. Спасибо Skillbox. Продолжаем. Флешку сделали, софт скачали. Идем настраивать BIOS. Для этого перезапускаю компьютер и во время запуска жму клавишу «Удалить». Включаю TPM 2.0. В каждой материнской плате меню будет разное, поэтому придется поискать этот параметр. После этого включаю UEFI мод и режим Security Boot, или по-другому защищенная загрузка. Здесь же в разделе Boot выбираю загрузочную флешку и применяю настройки нажатием клавиши F10. После этого компьютер перезагрузится и начнется установка Windows 11. Окно загрузки ничем не отличается от предыдущих версий Windows. Нажимаю «Установить». В следующем окне появится строка для ручного ввода лицензионного ключа Windows. Но гораздо проще выбрать параметр «У меня нет ключа продукта». В случае, если у вас уже была установлена Windows, например, 10 версии, то ключ активируется автоматически. Но если компьютер новый, то его можно приобрести позднее или использовать народные методы. В следующем окне появится возможность выбора спецификации Home или Pro. У меня есть ключ от версии Home, поэтому я выберу домашнюю версию. Принимаю лицензионное соглашение и выбираю выборочную установку. Следующим шагом необходимо выбрать раздел для установки. Список может быть внушительным, потому что здесь будут отображаться не только локальные разделы, на которых была установлена старая операционная система, но и вспомогательные разделы, которые формируются при подготовке диска к установке. Если вы сделали резервную копию всех своих данных на внешний жесткий диск, то все эти разделы лучше удалить и создать новый загрузочный раздел, включая служебный. У меня на разделе D есть важная информация, поэтому я его оставлю, а все остальное удалю. Для этого выделяю раздел кликом левой кнопкой мыши, жму «Удалить». Далее создаю новый загрузочный раздел. Дожидаюсь установки и перезапускаю компьютер. Выбираю местоположение, в моем случае Россия. Далее раскладка клавиатуры. Нажимаю «Да». После этого предлагается выбрать вторую раскладку клавиатуры. Нажимаю «Пропустить». Следующим шагом Microsoft просит подключиться к интернету, и здесь в версии Home появится несколько проблем. Первое — это то, что без интернета продолжить не получится. И вторая, пожалуй, самая неприятная, это то, что придется авторизоваться в своей учетной записи Microsoft, которой попросту может не быть. Подключаться к интернету или нет, решать вам. Но при подключении Windows сразу начнет собирать данные и подключит телеметрию, которая попросту не нужна, и грузит систему. Обойти этот неприятный для версии Home этап установки можно при помощи создания локальной учетной записи. Для этого нажимаем комбинацию клавиш Shift F10. Откроется командная строка, в которой необходимо прописать команду. Жму Enter. В диспетчере задачи жму подробнее, далее подробности и ищу задачу. Кликаю правой кнопкой мыши, выбираю «Снять задачу», «Завершить процесс». После этого закрываю окно. Теперь Windows 11 больше не требует подключения к интернету, и можно перейти к созданию локальной учетной записи. Пишу имя компьютера, жму «Далее». В следующем окне предлагается ввести пароль. Я не рекомендую этого делать. И лучше пропустить. Но если для вас это очень важно и очень нужно, то можете указать. Следующее окно — выбор параметров конфиденциальности. Все пункты отключаю и делаю их неактивными. Лишняя реклама и отслеживание моего местоположения — это мне прям совсем никак не нужно. Жму «Принять».
На этом с установкой закончили, и можно приступать к оптимизации Windows 11. И первым делом переносим на рабочий стол заранее сохраненную на флешку папку с оптимизацией. Или скачиваем заново, кому как удобнее. Теперь нужно немного подождать. Винда сама поставит дрова, все настроит. Останется только перезагрузить компьютер и кайфовать. Шикарно, да? Если у вас проводной интернет, то никаких проблем возникнуть не должно. Но в случае с беспроводным интернетом могут быть проблемы с драйверами. И настройки Windows в любом случае придется делать вручную. Для того, чтобы обновить кривые драйвера, идем в диспетчер устройств. Для этого в поиске пишу «диспетчер устройств». После этого перехожу в сетевые адаптеры, и в случае, если отображается желтый значок, значит актуальные драйвера отсутствуют, и их необходимо обновить. Для этого кликаю правой кнопкой мыши на проблему устройства, выбираю пункт «Обновить драйвер» и перехожу в пункт «Найти драйвер на этом компьютере». После этого в папке «Оптимизация» выбираю папку «Интернет» и нажимаю «Ок». Также проделаю со всеми устройствами в категории «Сетевые адаптеры» до момента, когда появится возможность подключения к беспроводной сети. Если на компьютере установлено несколько жестких дисков и перед началом установки Windows они были отформатированы, то, возможно, эти диски не будут отображаться в списке доступных устройств. И для того, чтобы сделать их доступными, необходимо присвоить этим дискам букву. В поиске пишу «Создание и форматирование разделов жесткого диска» и выбираю этот параметр. Появится список всех дисков и разделов, включая неразмеченные. Кликаю правой кнопкой мыши на неразмеченную область, выбираю «Создать простой том». Жму «Далее», выбираю букву диска, жму «Везде далее» и готово. Теперь перехожу к установке очень важных программ. Это Net Framework, DirectX и Visual C++. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, во время установки игр и других программ, компьютер не выдавал ошибок о том, что не хватает каких-то библиотек. Для этого нажимаю комбинацию клавиш Windows R. Пишу Ctrl, перехожу в программы. Далее включение или отключение компонента Windows, ставлю галочку напротив Net Framework 3.5, жму ОК и разрешаю установку с центра обновления Windows. После этого перехожу в папку с оптимизацией, там будет установщик DirectX. Запускаю инсталлер, принимаю лицензионное соглашение, снимаю галочку напротив Bing Bar, жму «Далее» и дожидаюсь окончания установки. Следующим этапом устанавливаю пакет Visual C++. Для этого перехожу по ссылке в описании, выбираю архитектуру, в моем случае x64. После успешного скачивания запускаю имя администратора и окончание установки. Еще один важный шаг подготовки операционной системы к оптимизации – это установка всех последних обновлений. Для этого кликаю «Пуск», перехожу в параметры, центр обновления Windows. Установить сейчас, дожидаюсь скачивания и установки всех обновлений и драйверов. Перезапускаю компьютер. После перезагрузки снова перехожу в раздел обновления системы и проверяю наличие последних обновлений. Далее переходим в раздел «Система», вкладка «Активация». Здесь необходимо активировать Windows. Это можно сделать народными способами или приобрести лицензионный ключ. Важно, чтобы система была активирована, так как неактивированный Windows имеет урезанный функционал, а это гарантированно не лучшим образом повлияет на задержку ввода и проблемы с полноэкранным режимом в играх. Заключительным этапом перед началом оптимизации Windows 11 я бы порекомендовал установить самые последние драйвера на видеокарту и чипсет материнской платы. Перехожу на официальный сайт производителя. В поиске пишу полное наименование материнской платы. Выбираю вкладку «Поддержка». Далее «Драйвера». Операционную систему выбираю в Windows 11 и скачиваю актуальный последний драйвер на чипсет.
После этого распаковываю архив, устанавливаю на компьютер и перезагружаю систему. Следующим шагом перехожу в папку «Оптимизация», далее «Графика». И переходим на официальный сайт производителя вашей видеокарты. В моем случае это NVIDIA. Выбираю точную серию и модель видеокарты. И версию Windows. Далее, в зависимости от того, для каких целей планируется использовать компьютер, выбираю спецификацию. Game Ready относится к играм, а Studio больше подойдет для рабочих задач. Нажимаю поиск и скачиваю последнюю версию драйвера. Прежде чем перейти к установке, необходимо удалить драйвер, который Windows установила автоматически. Для этого нажимаю комбинацию клавиш Windows R. В открывшемся окне пишу msconfig. Перехожу во вкладку «Загрузка» и в параметрах загрузки выбираю «Безопасный режим». Жму «Применить», ОК. И перезагружаю компьютер. После перезагрузки снова жму комбинацию клавиш Windows R. В открывшемся окне пишу msconfig и убираю галочку «Безопасный режим». Жму «Применить» и ОК. В открывшемся окне выбираю «Выход без перезагрузки». Далее перехожу в папку «Оптимизация», «Графика» и запускаю программу Display Driver Installer. Наверняка многие знают, что как только компьютер получает доступ к интернету, Windows автоматически загружает и устанавливает стандартные драйвера, которые в большинстве случаев кривущие и далеко не самых последних версий, поэтому смело удаляю. Перехожу в параметры и в самом низу ставлю галочку напротив «Не загружать драйвера из центра обновления Windows». В разделе «Тип устройства» выбираю видеокарту, а ниже производителя, в моем случае NVIDIA. После этого нажимаю кнопку «Удалить» и «Перезагрузить». Если вы, как и я, сняли галочку напротив безопасного режима, то после перезапуска компьютер загрузится в обычном нормальном режиме. Теперь перехожу к скачанному драйверу и смело устанавливаю. Во время выбора типа установки очень рекомендую устанавливать чистый драйвер без Experience. Этот софт также подключает телеметрию и другие ненужные функции, которые грузят систему. Далее выбираю «Выборочная установка», ставлю галочку «Выполнить чистую установку» и жму «Далее». После завершения установки перезагружаю компьютер. С подготовкой закончил, пора бы уже и оптимизировать начать. Первым делом перехожу в диспетчер устройств и удаляю все устройства, которыми не планирую пользоваться. Для этого в строке поиска пишу «Диспетчер устройств». Откроется окно, в котором отображаются все устройства, установленные на компьютер. Но далеко не всеми я буду пользоваться. Например, Bluetooth мне точно не понадобится. Поэтому раскрываю список, кликаю правой кнопкой мыши по устройству и жму «Отключить». То же самое проделаю со всеми устройствами, которыми не планирую пользоваться. Каждая мелочь, которая работает и не используется, будет отрицательно влиять на задержку в играх и скорость работы Windows в целом. Например, картридер, принтеры, веб-камеры. Если не используете, все отключаем. Сетевых адаптеров я отключил все мини-порты, которые имелись. Толку от них никакого, поэтому рекомендую отключить. И отключаю несколько пунктов в системных устройствах. Все лишнее отключил, теперь надо бы и видяшку настроить. И тут возникает главный вопрос. Для чего и для кого? Кто-то играет в одиночные игры и хочет шикарной графики и качественной картинки, а кто-то... В гигантских коллективных проектах, где требуется максимальная производительность и скорость, общаться вообще невозможно. Я покажу оба варианта. И для начала необходимо перейти в папку «Оптимизация», далее «Графика» и запустить программу MSI Mod Utility. Перехожу в папку «Оптимизация», «Графика» и от имени администратора запускаю программу MSI Mod Utility. Здесь в столбце MSI необходимо проставить галочку напротив вашей видеокарты. И в правом столбце выбрать приоритет High.
То же самое рекомендую проделать и с сетевой картой. Также проставить галочку в столбце MSI и выставить приоритет High напротив вашей сетевой карты. Жму Apply для того, чтобы применить настройки и перезагружать компьютер. Далее повторно перехожу в папку «Оптимизация», запускаю MSI мод и убеждаю, что значение рядом с видеокартой стало отрицательным. Все закрываю и перехожу в панель управления NVIDIA. Для этого перемещаюсь в правую нижнюю часть экрана, нахожу значок NVIDIA, кликаю правой кнопкой мыши и выбираю панель управления. Перехожу в настройки дисплея, изменение разрешения. Убеждаюсь, что установлено максимальное разрешение монитора и частота обновления. Ставлю галочку напротив «Использовать настройки цвета NVIDIA». Входной динамический диапазон выбираю полный. Следующий пункт – регулировка параметров цвета. Все оставляю как есть, за исключением цветовой интенсивности. Изменяя этот параметр, можно сделать картинку более яркой, сочной и контрастной. Все это очень индивидуально, поэтому рекомендую потестить разные варианты в играх и оставить тот, который вам визуально больше понравится. Следующая настройка – это регулировка размера и местоположения рабочего стола. В случае, если вы играете в низком разрешении, то есть смысл поставить галочку напротив значения «Растянуть на весь экран». В остальных случаях ставлю галочку напротив значения «Не выполнять масштабирование» и применяю настройки. Далее выполнять масштабирование выбираю дисплей, в случае, если монитор это поддерживает. Если нет, то оставляем на графический процессор. Далее выставляйте разрешение вашего монитора и максимальную герцовку. После этого перехожу к настройкам G-Sync. И здесь я не стану грузить вас о том, что это за технология и для чего она нужна. Если коротко и просто, то включайте G-Sync в случаях, когда вы играете в одиночные проекты, где важна графика. А вот в соревновательных коллективных играх G-Sync и вертикальную синхронизацию лучше отключить. И сейчас рассмотрим сценарий, где G-Sync не нужен и все направлено на производительность. Для этого перехожу в параметры 3D, регулировка параметров изображения с просмотром. Ставлю галочку напротив «Пользовательские настройки» с упором на и двигаю ползунок максимально налево в сторону производительности и применяю. Следующая настройка Surround Physics. Справа, где процессор, выбираю свою видеокарту. После этого перехожу в управление параметрами 3D. Напоминаю, все эти настройки выполняются в случае, если для вас больше важна производительность, а не качество изображения. Первый пункт – увеличение резкости изображения. Выключаю. CUDA графические процессоры выбираю все. DCR степень и плавность отключаю. Анизотропную фильтрацию отключаю. Вертикальную синхронизацию также отключаю, это снизит задержку синхронизации для соревновательных игр. Сглаживание с избыточной выборкой отключаю. В OpenGL выбираю свою видеокарту. Заранее подготовленные кадры выбираю единицу, то есть минимальная задержка. Затенение фонового освещения, максимальная частота кадров фонового приложения, многократное сглаживание MFA – все это отключаю. Следующая настройка – потоковая оптимизация. Очень полезная функция, позволяет играм использовать сразу несколько графических процессоров, что существенно повышает производительность. Но, к сожалению, далеко не все игры поддерживают эту настройку. Поэтому рекомендую поставить авто. Или, если вы на 100% уверены, что игры, в которые вы играете, поддерживают потоковую оптимизацию, обязательно включите эту функцию. Размер кэша шейдеров лучше ставить по умолчанию. Режим низкой задержки лучше потестировать индивидуально. Режим ультра позволяет снизить задержку на максимум, но при этом появляется дополнительная нагрузка на процессор. Я поставлю «Включить». Режим электропитания ставлю «Максимальная производительность». Сглаживание в фикс, гамма-коррекция, сглаживание режим – все отключаю.
Технология монитора, выбираю фиксированная частота обновления. Буферизацию отключаю. Анизотропную оптимизацию образцов включаю. Фильтрация текстур качества выбираю высокая производительность. Фильтрация текстур отрицательное отклонение разрешаю. Фильтрация текстур трилинейная оптимизация включаю и применяю настройки. Игрокам, которые преимущественно играют в соло-игры и высокая графика более приоритетна, чем производительность, не стоит отключать G-Sync, и в панели управления необходимо изменить настройки уже в сторону качества, а не производительности. В регулировке настройки изображения в пользовательских настройках необходимо передвинуть ползунок от производительности в качество. После этого, если имеется G-Sync, выбрать «Включить G-Sync» и поставить галочку в полноэкранном режиме. Далее в управлении параметрами 3D, фильтрация текстур, качество выбираю высокое качество. Где технология монитора, необходимо убедиться, что выбран параметр технология G-Sync. Следующая настройка вертикальная синхронизация должна быть включена. С настройками панели управления NVIDIA закончил. Перехожу на рабочий стол, кликаю правой кнопкой мыши и выбираю параметры экрана. В разрешении экрана необходимо убедиться, что выбрано разрешение вашего монитора. Далее перехожу в расширенный дисплей и выбираю свойства видеоадаптера для дисплея. В открывшемся окне выбираю вкладку «Монитор», и где частота обновления, убеждаюсь, что установлено максимальное значение, применяю настройки. Возвращаюсь назад и перехожу во вкладку «Графика». Здесь в «Добавить классическое приложение» необходимо выбрать игры, в которые вы чаще всего играете, и в параметрах задать приоритет «Высокая производительность». После этого перехожу во вкладку «Изменение стандартных параметров графики» и включаю аппаратное ускорение. Но следует помнить, если вы стримите, то с включенным аппаратным ускорением вы получите разрыв картинки. Настройки видеокарты, безусловно, очень важны, но без правильного питания раскрыть весь потенциал не получится. Перехожу по ссылке в описании на официальный сайт Bitsum и нажимаю Install Pack Control. После скачивания устанавливаю программу в стандартном режиме. Проблем с установкой возникнуть не должно. После установки захожу в папку, куда был скачан Pack Control, и запускает меню администратора. Далее, где CPU Setting, раскрываю список модов паверпланов и выбираю Bitsum High Performance. Все ядра процессора сразу разблокируются и отключится паркинг. Нажимаю Apply и ОК. Жму Make Active и ОК. После этого обязательно проверяю, стоит ли галочка напротив Show Park Settings in Windows. Если нет, то ставлю галочку, снова применяю, жму ОК. После этого перехожу в параметры электропитания. Для этого нажимаю комбинацию клавиш Windows R. В открывшемся окне пишу Control и перехожу в электропитание. Выбираю только что установленный Bitsum и перехожу в настройки «Изменить параметры питания». Отключать жесткий диск через должна стоять цифра 0. После этого раскрываю список настроек параметров фона рабочего стола и где слайд-шоу убеждаю, что стоит приостановлено. Далее параметры адаптера беспроводной сети в режиме энергосбережения. Выбираю максимальную производительность. В списке сон отключаю гибернацию. В пункте управления питанием процессора проверяю, чтобы минимальное и максимальное состояние процессора было на 100%. Где экран отключать через, выбираю «Никогда». Нажимаю «Применить» и сохраняю настройки.
Чаще всего люди используют свой компьютер не только для игр и работы в требовательных программах, но и для просмотра сериальчиков, работы с простыми текстовыми документами или просто поиск чего-либо в интернете. Используя такой производительный паверплан на постоянной основе, нет необходимости. Поэтому в зависимости от потребностей периодически лучше переключать паверпланы с битсу на сбалансированный и обратно. Для кого-то, возможно, покажется сложно постоянно переходить в параметры электропитания и переставлять галочки на нужный паверплан. Поэтому сейчас я покажу, как сделать этот процесс максимально простым. Работать все будет в контекстном меню на рабочем столе. Для того, чтобы все это настроить, перехожу в папку с оптимизацией и раскрываю архив, который называется «Переключение между схемами электропитания». После распаковки появятся два готовых твика реестра. Один включает трек-файл, а второй выключает, если по какой-то причине вы решите от этого отказаться. Включаю рек-файл. Для этого дважды кликаю Switching Power Supply, даю разрешение на внесение изменений. Далее жму «Да», готово. Теперь, чтобы в любую минуту изменить тип работы компьютера, достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на пустую область рабочего стола и выбрать нужный паверплан. Теперь осталось отключить все неиспользуемые функции. У вас они могут быть немного другими, но принцип останется тот же. Для начала, чтобы убрать все лишнее, перехожу в «Пуск», «Параметры», выбираю вкладку «О системе». Далее дополнительные параметры системы. Перехожу в настройки параметров быстродействия и выбираю «Обеспечить наилучшее быстродействие». Для того, чтобы визуально изменения были практически незаметны, поставлю две галочки. Сохранение вида эскизов в панели задач и отображение теней, отбрасываемых окнами. Жму «Применить». После этого перехожу во вкладку «Дополнительно», убеждаю, что стоит галочка напротив «Оптимизировать работу программ». Жму «Применить», готово. Далее перехожу в проводник, выбираю в верхнем правом углу три точки «Параметры». Где открывать проводник для, выбираю этот компьютер. Применяю. Готово. Закрываю окно. Снова перехожу в «Пуск», «Параметры», выбираю вкладку «Уведомления». Здесь можно отключить все ненужные уведомления. Выбор будет для всех свой, но две последние галочки лучше отключить. После этого перехожу в «Конфиденциальность и безопасность», вкладка «Общие». Отключаю все галочки. Отслеживание запуска приложений и навязчивая реклама мне точно не нужна. Возвращаюсь назад, перехожу во вкладку «Голосовые функции». Отключаю распознавание голоса в сети. Далее персонализация рукописного ввода. Отключаю и очищаю личный словарь. Следующая вкладка «Диагностика и отзывы». Выставляю все в неактивное положение. Удаляю диагностические данные и где частота отправки отзывов выбираю «Никогда». После этого перехожу в журнал действий. Убираю все галочки и очищаю журнал. Следующее — поиск разрешений. Оставляю все без изменений, за исключением журнала поиска. Его отключаю и очищаю весь журнал.
Перехожу в следующий блок настроек, разрешения приложений и отключаю все, кроме микрофона. У вас могут быть другие настройки. Например, если пользуетесь камерой, то оставляйте включенной. Следующим шагом настрою персонализацию. Перехожу во вкладку «Пуск». Если вам необходимы рекомендации приложений в меню «Пуск», то оставляйте без изменений. Для меня важно вытащить из системы максимум производительности, да и особой пользы от таких рекомендаций я не вижу, поэтому отключаю все тумблеры. В этом же окне перехожу в папки. И здесь вручную проставлю тумблеры напротив элементов, которые мне хочется видеть в меню «Пуск». В большинстве случаев это параметры, загрузки и документы. После этого перехожу в цвета. И для меня темный режим больше подходит. Особенно в темное время суток не так сильно напрягаются глаза и меньше чувствуется усталость. И отключаю эффект прозрачности. Следующая вкладка «Панель задач». В элементах панели задач оставлю только поиск, остальным я не пользуюсь. В остальных вкладках персонализации не рекомендую что-то менять и оставлю все как есть. После этого перехожу во вкладку «Приложения», «Приложения» и «Возможности». И здесь следует удалить весь ненужный слов, которым я точно не буду пользоваться. Кликаю на 3 точки, жму «Удалить». Здесь же я отключу работу некоторых приложений в фоновом режиме. Для этого нажимаю 3 точки, дополнительные параметры, и в параметре «Разрешить работу в фоновом режиме» ставлю «Никогда». Некоторые приложения удалить стандартными средствами не получится. Для этого перехожу в папку «Оптимизация», «Удалить приложение через PowerShell». Выбираю приложение, которое нужно удалить, жму правой кнопкой мыши и выбираю «Выполнить с помощью PowerShell». Далее приложения по умолчанию. И в первую очередь я проставлю все типы ссылок и файлов по умолчанию. Для этого разворачиваю список настроек чаще всего используемого браузера, в моем случае Google Chrome. У вас может быть другой. И везде проставляю приоритет Google Chrome. Далее я перехожу в дополнительные компоненты и удаляю все программы, которыми я не планирую пользоваться. Например, проигрыватель Windows, распознавание лиц и так далее. После этого перехожу во вкладку «Автономные карты». Отключаю лимитное подключение, снимаю галочку на автоматическом обновлении. Далее автозагрузка. Здесь отключаю все, что есть, чтобы при старте Windows не нагружалось лишними процессами. Следующим шагом настрою специальные возможности и начну я с визуальных эффектов. Здесь нужно убедиться, что все находится в выключенном состоянии. То же самое касается экранная лупа и экранный диктор. Также все отключаю. Следующая вкладка «Игры». Xbox Game Bar отключаю. Далее клипы. Я не записываю геймплей средствами Windows, поэтому отключаю. Игровой режим оставлю во включенном состоянии. Теперь все, как я и хотел, ну или почти все. Несмотря на то, что я отключил все ненужные функции, будет не лишним очистить систему от устаревшего кэша. Для этого у меня есть отдельное видео, ссылка будет в описании и в конце этого ролика. Обязательно посмотрите и выполните все предложенные там операции. Чтобы система работала еще более эффективно, я отключу лишние службы, которые постоянно следят за вами и вашими действиями. Нажимаю комбинацию клавиш Windows R, в появившемся окне пишу команду. Откроется
открывается окно со всеми запущенными службами. Диспетчер скачанных карт. Используется всеми приложениями для работы с картами. У меня нет таких приложений, поэтому отключаю. Для этого дважды кликаю на службу в строке состояния, выбираю «Остановить» и в типе запуска ставлю «Отключена». Применяю ОК. Следующая служба — диспетчер печати. Если нет принтера и вы не планируете его подключать, то тоже отключайте. Все то же самое. Сначала останавливаю службу и в типе запуска ставлю «Отключена». Далее служба сенсорной клавиатуры. Я не использую сенсорную клавиатуру, поэтому отключаю. Факс не использую, поэтому тоже отключаю. Следующая служба географического положения. Эта служба отслеживает местоположение компьютера и управляет геозонами. Обязательно отключаю. Биометрическая служба Windows. Используется для хранения и обработки биометрических данных. Если не используете вход по отпечаткам пальцев, то отключайте. Телефония. Используется для работы факса. У меня нет факса, поэтому отключаю. То же самое касается и телефонной связи. Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия. Обязательно отключаю. Сетевая служба Xbox Live. Если не пользуетесь, то отключайте. Родительский контроль. Если не планируете кого-то контролировать, то отключайте. Служба предварительной оценки Windows. Я не являюсь тестировщиком Windows, и быть подопытным кроликом, испытывая на своей системе новые непроверенные функции, совсем не хочется. Отключаю. Следующие службы — служба датчиков, служба данных датчиков, служба наблюдения за датчиками. Они нужны для ноутбуков и планшетов с установленными датчиками освещения и поворота экрана. Если у вас стационарный компьютер, то смело отключайте. Ну и заключительным этапом я сделаю некоторые изменения в настройках звука. Для этого перехожу в параметры звука, пролистываю в самый низ и выбираю дополнительные параметры звука. В открывшемся окне в устройствах воспроизведения звука оставляю только те устройства, которые использую, остальные отключаю. Для этого жму правой кнопкой мыши на неиспользуемое устройство, жму «Отключить». Далее кликаю правой кнопкой мыши на пустое пространство, снимаю галочки из «Показать отключенные устройства» и «Показать отсоединенные устройства». После этого кликаю правой кнопкой мыши на активное устройство воспроизведения и перехожу в «Свойства». Пространственный звук отключаю. Во вкладке «Дополнительно» выставляю частоту 48 тысяч Гц. Монопольный режим отключаю. То же самое проделаю с устройствами записи. Далее вкладка «Звуки», звуковая схема, выбираю «Без звука». Снимаю галочку «Проигрывать мелодию запуска Windows». Жму «Применить». Открываю следующую вкладку «Связь». Здесь необходимо поставить галочку «Напротив, действия не требуются». Применяю настройки. На этом все. Сразу бы хотел сказать, что настройки, выполненные в этом видео, отражают мое личное мнение. Поэтому, если бы вы сделали как-то по-другому, добро пожаловать в комментарии. Надеюсь, это видео вам поможет. С вами был Андрей Поломарчук. До новых встреч!